Привет, друзья! Вы знаете, что из Турции в Грецию можно добраться за каких-то 20 минут. Если вы оказались в турецком городе Чешме, у вас есть шенгенская виза и вам вдруг хочется сменить обстановку, то это видео для вас. Я предлагаю вам отправиться вместе со мной на греческий остров Хиос, который находится неподалеку. Несмотря на то, что это пятый по величине остров Греции, среди наших туристов про него практически никто не знает. Добраться туда проще простого. Просто покупаешь билет онлайн, приезжаешь в порт Чешме, быстро проходишь границу, садишься на паром и через какие-то 20 минут ты уже в другой стране. Вот так вот мы отплываем из порта, на прощание смотрим, как Чешме остается вдалеке, машем ему рукой и уже через пару минут оказываемся в открытом море. Где-то на середине этого короткого морского путешествия происходит маленький, но очень символичный момент. Турецкий флаг уступает место греческому, и здесь наше с вами островное приключение официально начинается. И у нас сегодня с вами, в общем-то, будет небольшой обзор, небольшая поездочка на этот остров. Мне Греция с барского плеча одобрила Шенген на 2 недели, из которых я могу находиться 4 дня в шенгенской зоне. В общем, друзья, просто разгуляемся по полной. Хочу вам показать основные моменты, которые можно посмотреть на этом острове. Много, конечно, там за 2 дня, я думаю, мы не успеем поглядеть, но хотя бы в самые главные точки заедем. И вот тут мы с вами наконец-то заходим в порт острова Хиос. Вау-эффекта от первых городских пейзажей лично у меня не было, да и каких-то разительных отличий от архитектуры на западном берегу Турции, если честно, я тоже не увидел. Одним словом, туристических глянцевых открыток ждать не стоит. В порту вас встречает фасад самого обычного греческого города. Рано утром паромы приходят на Хиос, а вечером отправляются обратно в Чешме, так что при желании сюда можно сгонять одним днем, поесть греческий гиро, немного погулять по городу, пошопиться в локальных магазинчиках и уплыть обратно. Набережная здесь, как любят греки. Дорога, узкий тротуар у воды и куча ресторанов с кафе. Уже к обеду в кофейнях все битком. Это местные туристы потягивают свой фредо капучино с видом на порт и Эгейское море. Как по мне, начало дня весьма неплохое. А в ресторанах и тавернах в это время ситуация была прямо противоположная. Но этих заведений вся движуха начинается ближе к вечеру. Мы с вами еще вернемся на ужин в одно из таких местечек и посмотрим, чем угощают греки. Помимо заведений, на набережной находится автовокзал. Но если вы рассчитывали перемещаться по острову на общественном транспорте, спешу вас расстроить. Вокзал закрыт на неопределенный срок. Сотрудники бастуют с прошлого года, что, в общем-то, в Греции национальный спорт. И на момент моего приезда автобусы не ходили, и неизвестно, когда начнут. Может быть, на момент вашей поездки ситуация изменится, но, скорее всего, в вашем распоряжении будет только аренда авто и скутеров, ну или такси, благо хоть с этим здесь проблем нет. На набережной находится просто куча ренталов, в которых аренда машины стартует от 45 евро в сутки, а скутеров от 20. Ну и, конечно же, потребуются права международного образца. Ну а так это, наверное, все, что можно сказать про набережную, поэтому мы с вами сворачиваем с нее и идем дальше знакомиться с самим городом. Центр Хиоса довольно компактный, поэтому гулять здесь можно без какого-то плана. Просто сворачиваешь с одной улицы на другую, смотришь по сторонам, иногда выходишь к площади или какой-нибудь церкви, а потом снова ныряешь в переулки. Заблудиться здесь по большому счету сложно, потому что море и набережная все равно где-то рядом. Гуляя по городу, я наткнулся только на одну центральную шумную улицу с магазинами, а в остальном же на улице Хиоса было тихо и спокойно. Гулять и рассматривать город было одним сплошным удовольствием. После Турции, где в местах обитания туристов тебя на каждом шагу зазывают что-нибудь купить или попробовать, на Хиосе у меня сложилось впечатление, что туристы типа меня это так, временное явление, до которого особо никому и дела нет. Хотя, может быть, греки еще не разогрелись к началу сезона, а может быть, Хиос еще не испорчен массовым туризмом. Но как бы то ни было, такое положение дел меня вполне устроило. В самом городе Хиос какого-то открыточного греческого вау ждать не стоит. Это не тот случай, когда за каждым углом вас поджидают белоснежные домики с синими ставнями, как на острове Санторини. Столица Хиоса гораздо проще и приземленнее. Да и после сказочной деревушки Алачата, что рядом в Чешме, или того же Айвалыка в Турции, у меня взгляд уже немного замыли. Но если вы до этого особо не гуляли среди греческой архитектуры, то за счет эффекта новизны столица острова вполне может вас зацепить. Но в целом я думаю, что Хиос вас не разочарует. В центре старого города вы найдете дома с каменными фасадами, деревянными ставнями, небольшими балконами, коваными перилами и цветами в горшках. Среди них просто приятно пройтись и сделать фотографии. В этих домах по классике располагаются всякие разные магазинчики для местных и туристов. Булочные, кофейни, маленькие лавки, греческие таверны и забегаловки. Одним словом, центр Хиоса оказался очень приятным и, что хочется отдельно отметить, очень чистым. Да, где-то фасады уже обветшали, где-то облупила штукатурка, где-то дом явно просит ремонта, но при всем при этом улицы опрятные. Например, вот эта
эта улица мне прям в душу запала. Здесь по бокам такие приятные аллеи с красивыми деревьями, а у домов аккуратные фасады с изящными парадными, цветы во двориках, ну очень приятное место, по которому хочется пройтись не спеша и немного кайфануть от эстетики. Улица как будто из какого-то кино. Но Хиос на самом деле интересен не только городской застройкой, у этого на первый взгляд спокойного и скромного острова очень насыщенная история, в которой переплелись различные эпохи, народы и события, оставившие здесь свой след. Хиос успел побывать под властью персов, входил в союз с афинами, пережил спартанское македонское влияние, римские и византийские периоды, а в средние века за остров крепко взялись генуэзцы. И поэтому одно из самых заметных исторических мест в городе — это крепость Хиоса, или как называют ее местные, Кастро. Генуэзцы контролировали остров более 200 лет. Для них Хиос был стратегической точкой в Эгейском море и источником очень ценного продукта – мастики. А после генуэзцев Хиос перешел под власть Османской империи, и османский след в городе до сих пор хорошо заметен. Здесь сохранился старый фонтан, мечеть, в которой, кстати, сейчас находится Византийский музей Хиоса, а внутри крепости можно увидеть османский хамам и даже небольшое османское кладбище. Но наследие османов на Хиосе меня не очень интересовало, я в принципе его и в Турции могу посмотреть сколько угодно, а на Хиос я все-таки приехал за Грецией, поэтому сильно погружаться в это не стал, хама решил пропустить и направился прямиком к одной из самых узнаваемых достопримечательностей острова – старым мельницам на берегу моря. Ну, как вы понимаете, мельницы здесь построили не просто так. В этой части острова ветер дует довольно часто и довольно интенсивно. Я думаю, вы и сами видите по окружающей обстановке, то, что здесь довольно ветрено. А в остальной части города, между прочим, вот я больше чем уверен, сейчас если вернуться, там будет тихо, спокойно. Раньше подобные мельницы использовали в хозяйстве, а конкретно эти мельницы связаны с регионом Табакика, старой промышленной зоны, где мельницы обслуживали соседние кожевенные мастерские. Когда кожевенная отрасль на острове пришла в упадок, мельницы забросили, но позже восстановили как историческую достопримечательность. Воссоздали, конечно, не все мельницы, и по пути сюда вы наткнетесь на руины мельниц, которым повезло меньше. Вот до этих развалин никому дела нет, и местные в основном паркуют здесь авто. Архитектурно это типичные средиземноморские каменные башенные мельницы. Цилиндрический корпус, толстые каменные стены, 2 уровня и высота около 10 метров. Сейчас, конечно, никакой промышленной функции у них уже нет, зато как достопримечательности они работают отлично. Обязательно загляните сюда, чтобы сделать фотографии на память. Да и само по себе место довольно приятное. Вот это я понимаю. Люди шарят, в каких местах надо ставить лавочки. Я здесь сижу уже полчаса, мне выходить вообще не хочется. Залипаю на эту красоту. Здесь вот слева мельницы и такое вот море. Там вдалеке Турцию видно. Здесь вот корабли так выстроились. Слушайте, ну, прям очень красиво. Ну, немного отдохнув у мельниц, я решил вернуться в старый город и наконец-то попробовать греческий гиро. Все-таки время было уже далеко за полдень, а я с утра еще ничего не ел. Но по пути туда решил для начала вкусить пищи духовной и заглянуть в пару греческих церквей. Одной из них стал храм Святого Иакова. Он находится прямо в городе, чуть выше площади. Так что если будете гулять по центру Хиоса, вполне можете туда заглянуть. Русь приняла христианство от Византии, а Константинополь для православного мира веками был одним из главных духовных центров, поэтому мне очень было интересно заглянуть именно в греческую православную церковь. Ну, потому что, с одной стороны, для меня, как русского человека, все это близко и понятно, а с другой стороны, было очень любопытно посмотреть на истоки. Русская и греческая православные церкви очень тесно связаны между собой, как исторически, так и традицией, поэтому внутри сразу считывается знакомая атмосфера. Иконы, свечи, иконостас, кресты и росписи. Вообще внутри возникло очень интересное ощущение. Ты вроде бы находишься на греческом острове, куда только что приплыл из Турции. Другая страна, другой язык и другая культура. Но внутри храма все ощущается очень знакомым и родным. Но при близком рассмотрении в глаза, конечно же, бросаются довольно разительные отличия и во внутреннем убранстве, и в деталях интерьера, и особенно в росписях и стиле, в котором написаны иконы и выполнены фрески. Уже на выходе я пообщался с настоятелем церкви, отцом Эммануэлем. Он рассказал мне много интересного и про сам храм, и про Хиос, а еще показал русские иконы, которые у них хранятся. Вот эта, например, была написана аж в 1872 году и привезена сюда из Российской империи еще в 19 веке. Вот это было вообще неожиданно. А буквально рядом, в паре шагов, находится уже католическая церковь Святого Николая, куда я тоже решил заглянуть.
И вот здесь контраст ощущается сразу. Внутри все выглядит более сдержанно, ряды скамей, алтарь, статуи, витражи, более строгие линии и совсем другой принцип внутреннего пространства. В православной церкви взгляд постоянно цепляется за иконы, фрески и детали. Все пространство как будто окружает тебя образами, а в католическом храме внимание больше уходит вперед, к алтарю. К сожалению, в католической церкви я поснимал совсем чуть-чуть, потому что организм напомнил о том, что одной только духовной пищей сыт не будешь, и пора бы уже возвращаться на набережную и что-нибудь поесть. Друзья, ну и конечно же нельзя пройти мимо греческой классики. Это гиро фите, классический, греческий. Сейчас попробуем сравним его с пятигорским. Ну, с пятигорским гиро, конечно, вряд ли что-то может сравниться, но неожиданно очень вкусно и очень достойно. И такое удовольствие всего 4 евро стоит, какие-то смешные. Местечко вот сниму вам сейчас снаружи. Могу рекомендовать, называется Seaside. У них и еда вкусная, и в целом они на набережной находятся, с видами на порт, на море. Можно у них очень бюджетно перекусить и очень вкусно при этом. Сейчас середина дня. Немного подпекает солнце. Хочется в тенечек куда-то спрятаться на улице. Народу не очень много. И вот посмотрите, вот так вот греческие голуби тоже во время сиесты прячутся в тенек, потому что жарковато всем. После обеда я заселился в отель, немного переждал жару и снова отправился гулять по городу. Чего-то прям выдающегося на своем пути я больше не встретил и просто бродил по центру без какого-либо конкретного плана и маршрута. Вот тут я вышел на главную улицу с бутиками и небольшими магазинчиками. Я думал, что может быть ближе к вечеру греки проснутся и город оживет, но оказалось наоборот. На улицах людей практически не было, и часам к 6 было закрыто вообще все то немногочисленное, что работало днем. От нечего делать я свернул к крепости и решил немного пройтись внутри. Я почему-то думал, что это будет обычная историческая локация. Стены, камни, пара проходов, посмотрел и пошел дальше. Но внутри оказалось куда интереснее. Крепость — это фактически отдельный кусочек города с жилыми домами, узкими переулками, местными жителями и небольшими кафешками. А внутри, друзья, вот так вот, если честно, неожиданно. Я ожидал увидеть развалины, как это типично бывает, когда видишь такие объекты исторические, какие-то крепости и так далее. А тут вполне себе жилые кварталы внутри. Пейси там, правда, не остался, в итоге пошел в сторону набережной. Там я сел в одном из ресторанчиков с такими вот видами на море и порт и заказал себе вот такие вот морские кайфы. Мидии в чесночном соусе, осьминога на гриле, ну и, конечно же, греческий салат, куда же без него. Ну и запил все это напитком типа фанты. За всю эту красоту я заплатил что-то в районе 30 евро, что для набережной весьма неплохой ценник, как по мне. А вот уже на набережной стало понятно, куда к вечеру стекается народ. Кафе у воды, рестораны, люди за столиками, прогулки вдоль моря. Вся основная вечерняя жизнь Хиоса оказалась именно там. Никакой шумной тусовки с песнями и плясками не было. Скорее такой спокойный вечер, когда люди просто сидят у моря, ужинают, пьют что-то прохладительное и спокойно провожают день. После ужина я решил отправиться в отель, и пока шел обратно по улицам, город стал еще более безлюдным, чем был. В паре мест все еще было оживленно. Видимо, это какие-то локально популярные кафе. Там сидели компании молодых людей, что-то обсуждали, пили кофе и коктейли. В целом, все, что я успел показать к этому моменту в самом городе Хиос, вполне можно посмотреть за один день. И уже вечером сесть на обратный паром и вернуться в Чешмю, даже не оставаясь на острове на ночь. Но я все же настоятельно рекомендую приезжать на Хиос хотя бы на пару дней, потому что все самое интересное на острове, на мой взгляд, находится за пределами столицы, в небольших старинных деревушках, которые разбросаны по разным уголкам острова. Поэтому на следующий день я покинул столицу Хиоса и отправился вглубь острова, чтобы погулять по средневековым мастичным деревушкам и почувствовать настоящую атмосферу и дух Хиоса. Must-have точка для посещения в Хиосе – это деревушка Пирге. Это просто что-то сказочное. Такая, в общем, деревенька небольшая, с маленькими домами, но они здесь особенные. Они так интересно расписаны, раскрашены. И мы сейчас буквально 20-30 минут потратим на то, чтобы... Ну, я потрачу. Для вас это будет пара минут. Потратим на то, чтобы посмотреть на всю эту красоту.
Деревушка Пирги находится примерно в 25 километрах от столицы и считается крупнейшей из средневековых мастиковых деревень острова. Ее еще называют расписная деревня, и уже на подъезде к ней становится понятно почему. Практически каждый дом здесь покрыт необычными черно-белыми узорами. Деревни на юге острова строили как небольшие крепости. Дома располагались вплотную друг к другу, образуя внешнюю защитную стену. Улицы делали узкими и запутанными, а некоторые проходы перекрывали каменными арками. Все это должно было защищать жителей и драгоценный урожай мастики от пиратских набегов. Мастиковые деревья встречаются и в других местах Средиземноморья, но именно на юге Хиуса многовековой отбор местных деревьев превратил эту часть острова в единственный крупный центр производства настоящей мастики. Выращивание мастиковых деревьев на протяжении столетий приносило этой части острова доход и процветание, а местные традиции формировались вокруг сезонных работ. Для жителей острова производство мастики зачастую является семейным ремеслом и основным источником дохода. Но главная особенность Пирги — это, конечно же, фасады домов. Эти узоры называются ксиста, что переводится как выцарапанные или соскобленные. И на самом деле дома здесь не раскрашивают. Сначала на стену наносят темный слой штукатурки с песком, сверху покрывают его светлой известью, а затем вручную соскабливают верхний слой, создавая ромбы, треугольники, круги, цветы и другие орнаменты. И таким образом каждый фасад получается уникальным. Узоры отличаются от дома к дому, и чем богаче был дом, тем сложнее и выразительнее выглядел его орнамент. Считается, что эта техника связана с итальянским сграффито и появилась на Хиусе под влиянием генуэзцев, хотя точно установить происхождение узоров сложно. Со временем эти узоры превратились в отдельное местное искусство и стали главным символом Пирги. Причем таким орнаментом здесь украшали не только жилые дома, но и церкви. Самое оживленное место деревни — это ее центральная площадь. Здесь находятся кафе, собираются местные жители и стоит большая церковь Успения Богородицы, построенная в далеком 1694 году. Ее фасад тоже полностью покрыт традиционными узорами, поэтому на фоне остальных зданий она смотрится особенно необычно. Но просто площадью ограничиваться точно не стоит. Самое интересное начинается в переулках. Узкие улицы, каменные арки, старые балконы, деревянные двери и бесконечные орнаменты, которые практически нигде не повторяются. Здесь можно просто ходить и рассматривать каждый новый дом как отдельную картину, чем в общем-то я и занимался, блуждая по этим переулкам и закоулкам. В какой-то момент я неожиданно вышел к очень красивой церкви с названием Катапанагия, и она мне понравилась здесь больше всего. Обалдеть, друзья. Но это очень красивая церковь. Прям вообще супер. Там сейчас служба идет, и очень много людей снаружи. Я внутрь заглядывать не буду. Но вот так вот снаружи вам покажу, как это красиво. Пирги прям прикольная деревушка такая. Я с уверенностью могу сказать, что сюда можно ехать на полдня, планировать. А то на весь день, наверное, слишком будет. Но вот полдня точно походить не спеша по этим улочкам, закоулочкам, поразглядывать все эти дома красивенные, обалденные, фотографии поделать, сделать, нафотографировать. Ну, в общем, вы меня поняли. Будете на острове Хиус, сюда нужно обязательно заглянуть. Просто must have. После Пирги я отправился в еще одну знаменитую мастиковую деревню с названием Место. Между этими деревушками около 10 километров, но выглядят они совершенно по-разному. Если Пирги запоминается своими необычными фасадами, то Место встречает сплошными каменными стенами. И эта деревня известна тем, что она как лабиринт. Здесь такие вот каменные улочки тоже, дома уже отличаются от предыдущей деревни. Вот, и своя атмосферка здесь тоже имеется, я вам скажу. Друзья, это действительно самый настоящий лабиринт. Вот одна улица туда уходит, еще одна сюда. Сюда тоже закоулочек какой-то. В общем, заплутать вообще очень легко. Сегодня место охраняется как исторический памятник, но при этом остается настоящей жилой деревней. Правда, большую часть года здесь довольно тихо. Зимой улицы пустеют, и среди постоянных жителей преобладают люди старшего поколения. Более оживленной место становится в теплый сезон, в период ухода за мастиковыми деревьями и сбора урожая. Мастиковые деревушки вроде Места и Пирги старались располагать подальше от моря, чтобы их было труднее заметить с проходящих мимо кораблей. Внешние стены домов играли роль крепостных укреплений, а количество входов в деревню было ограничено. Как и в Пирге,
каменные дома здесь тоже стоят вплотную друг к другу, а их наружные стены тоже образуют сплошную оборонительную линию. И как я уже говорил ранее, внутри находится самый настоящий лабиринт из мощенных улиц, арок, лестниц и крытых переходов. И попав внутрь, враги просто терялись в этой запутанной деревушке. Поэтому здесь лучше даже не пытаться строить какой-то маршрут. Самое интересное просто свернуть в один из таких переулков и посмотреть, куда он приведет. Узкие улицы постоянно разветвляются, проходят под каменными сводами и неожиданно выводят то к небольшому дворику, то к центральной площади. Многие из таких крытых проходов образованы балконами и верхними этажами соседних домов, которые буквально нависают над улицами. Сейчас для туристов по всей деревне развешаны карты с текущим местоположением, чтобы можно было хоть как-то сориентироваться и найти обратный выход. В самом центре деревни находится большая церковь архангелов Михаила и Гавриила, которую называют новым или большим таксиархисом. Ее построили в 1868 году, и сегодня она считается одной из крупнейших и наиболее узнаваемых церквей Хиоса. На фоне небольших каменных домов храм выглядит очень массивным, а внутри церковь оказалась гораздо богаче и торжественнее, чем можно было ожидать, глядя на суровые каменные улицы места. В архитектуре здесь смешались традиционные византийские формы, неоклассицизм, барокко и даже элементы рококо. Друзья, ну я, если честно, очень приятно удивлен. Я больших ожиданий не строил перед поездкой сюда. Ну, в эти обе деревни, я думал, ну что там, 3 дома, приехать, посмотреть, полчасика погулять и уехать. Но вообще нет, на самом деле. Я бы, если бы был уже ученый, ну вы уже ученые после этого видео, я бы планировал вообще вот целый день на эти 2 деревни. С утра поехать в одну, полдня погулять, и вторую половину дня потратить на другую. Прям такие, в общем, местечки. Как будто бы они, в общем, и небольшие, деревушки эти. Но вот когда начинаешь в подробностях все разглядывать, гулять, ходить, где-то посидеть, можно вот прочувствовать эту атмосферу. Вот полдня вот улетит, даже не заметишь. Так что такие вот дела. Ну а мы направляемся дальше. И я думаю, это уже, по-моему, последняя точка на нашем пути была с моим гидом. Мы отправляемся обратно в Хиос, в город. К сожалению, время пролетело неумолимо быстро, и мне уже нужно было возвращаться в город и отправляться на паром. Но перед отъездом я решил зайти в один из местных магазинчиков и прихватить гостинцев из мастики. Из мастики здесь делают буквально все. Леденцы, рахат-лукум, печенье, шоколад, халву и различные сладости. Здесь, кстати, даже кофе, чай и другие напитки с мастичным вкусом и ароматом. Из более взрослых сувениров можно взять мастичный ликер. Он обычно прозрачный, сладковатый и обладает узнаваемым ароматом. Друзья, он должен предупредить, что вкус у мастики довольно специфический. Я бы описал его как свежий, хвойно-смолистый, может быть даже немного мятный и травянистый. Поэтому для первого знакомства с ней, перед тем как набивать чемоданы гостинцами, я бы рекомендовал самим сначала попробовать что-нибудь на вкус, потому что зайти может далеко не каждому. Ну а тем, кто не хочет вести еду и напитки, можно прихватить косметику с мастичным маслом, мыло, кремы, шампуни и даже зубную пасту. Ну, как обычно, перед отъездом обзор номера. Тут на самом деле номер такой крохотуличный, особо обозревать нечего. Ну, все как бы кайфово. Отельчик находится в старом греческом доме. Соответственно, комнатушки тут такие, что особо не разгуляешься. Но в целом все очень приятно, уютно, чисто. Потолки низковатые, приходится пригибаться. Вот так вот все это выглядит. Можно себе кофе сварить, чайник, чай, там угощения были, кофе. Вообще супер. Такой вот душ. Все здесь чисто, опрятно. Единственное, как обычно, здесь все очень низко. Видите, головой. Если не пригибаться, можно пробить себе голову. Ну и все. Вот такой вот обзор, друзья. И дверь выходит сразу на улицу. Тут, в общем, люди ходят. Тут вот окно, пожалуйста, занавешивается. Но дверь вот так вот выходишь и все, и пошел. Так что имейте в виду такой момент. Вот так этот отель выглядит снаружи. Называется он Terra America. Ну, вот такой вот греческий дом. Все маленькое, компактное, ну чисто аккуратно. В целом для бюджетных путешественников могу рекомендовать. Кстати, по поводу бюджетного путешествия тут надо оговориться. Я сейчас цены проверил на него. На завтра забронировать стоит $93, ну и последующие дни в сезон 86. Ну, вот те бюджетные путешествия. За эти деньги в целом можно в Турции, я не знаю, в каком-нибудь Египте снять неплохую четверку
со все включено, да, в сутки. Поэтому, ну, тут, конечно, не Турция и не Египет, но, опять же, каждый сам выбирает для себя, что ему приоритетнее. Ну а после выселения я отправился еще раз поесть. Отдельно стоит отметить, что греческая кухня влюбила меня в себя с первого укуса. Я когда уплывал обратно, стоял на пароме и утирал слезы питой, глядя на Хиос. Настолько мне здесь все понравилось и настолько мне здесь было вкусно. Много вообще всего кладут. И очень сытно, и обалденно, в общем. По сравнению с Турцией и цены пониже, и еда, если честно, повкуснее. Но, в всяком случае, на мой вкус. То ли я так подустал уже от этих кебабов бесконечных во всех вариациях. Ну, в общем, вот такой вот факт. В Греции мне понравилось больше в плане еды и разнообразия ее. Друзья, ну вот такое вот скоротечное знакомство с Грецией у меня получилось. Я уже прошел границу, сейчас жду посадки на паром. Вот они такие вот здесь стоят красивые, сверкают на солнце. Ну а вы не забывайте ставить лайки, подписываться на канал и, как обычно, до скорых встреч в новых путешествиях. Пока-пока.